Всем нихао! Как считаете, можно ли сделать машину дешевле Volkswagen ID4, но при этом с лучшим оснащением? И чтобы красивую, и чтобы надежную? Мы выяснили. Можно. Для Китая нет ничего невозможного. Инженеры из Поднебесной могут не только натянуть сову на глобус, но и назвать это технологическим прогрессом. На сегодняшнем столе обзоров у нас электрокар BYD Yuan Plus, и приступим мы к его разбору прямо сейчас. Ну а на нашем канале уже есть большая коллекция обзоров на автомобили BYD. Ссылку на самые популярные модели вы сейчас видите на экране. Дизайн автомобиля действительно классный, без преувеличения. Китайцы из любого пельменя могут сделать конфетку, и мы это знаем точно. Передок машины удался на славу, он не пестрит декором, в меру скромен, в меру агрессивен, но главное, его изюминка не в этом. Фары продолговатые, узкие, с фирменным китайским прищуром. Решетки радиатора нет, это электромобиль, поэтому между фарами просто декоративная вставка. Всю нижнюю лицевую часть занимает бампер. Да, он большой, но он очень аккуратно и гармонично смотрится. Ниже, где должны быть воздухозаборники, располагаются сетчатые декоративные вставки, а между ними идет ложемент с декоративной сеткой прямо под номером. И по сути это все, но как и говорилось ранее, у передка есть особая изюминка. Это подсветка внутри оптики в ярком сине-зеленом цвете, которая вкупе с цветом кузова дает очаровательный контраст. Боковая часть очень оригинальная, что для китайских электромобилей редкость. Обычно в таких авто она очень скромная. Производитель как бы говорит: у тебя экологический автомобиль, что тебе еще надо, хороняка? Но BYD Yuan Plus отличается от этих стандартов. Прямо под окнами от передка тянется выпуклая линия, а под ней уже от задней части к переду тянется еще одна, более широкая. При этом по нижней части идет вогнутый ложемент, а под ним выделяется порожек. Сделано все без излишеств и смотрится очень гармонично. Задняя часть также порадует скромностью и строгостью. Линия оптики растянута по всему заднему отсеку. Между фонарями тянется оптическая прямая, внутри которой также есть светодиоды. Бампер массивный, но таковым не кажется в силу большой перфорированной нижней вставки. По бокам заднего бампера в нижней части есть еле заметные дублирующие огни. И все аккуратно, оригинально, строго. По традиции выгоним из салона китайцев и глянем, чего там нового. А тут у нас все просто замечательно. Дефлекторы вентиляции и пара сопряжений на центральной консоли выполнены в виде барабанов, набранных из дисков. На уровне нового мультируля передние сиденья окружены рельефным поясом. Из дверей торчат динамики аудиосистемы. Диагональ тачскрина 10-12 дюймов. Цифровой приборки 7-8. Тяговый селектор трансмиссии тут кстати. Передние кресла снабжены интегрированными подголовниками, как у спорткаров. Дверные карты с поручнями в виде рычагов украшены струнами, удерживающими мелочевку в карманах. В целом получилась интересная гамма из нескольких оттенков. К примеру, темным выделена середина дивана. Теперь заглянем под капот и посмотрим, что у нас там. И тут производитель тоже порадовал. В базовом комплекте с BYD Yuan Plus нам предложат только один электромотор, который развивает до 204 лошадиных сил мощности и 330 Нм крутящего момента. В зависимости от типа выбранной литий-железофосфатного аккумулятора, запас хода у китайской модели составляет 430 или 510 км. Длина электрокроссовера 4455 мм, ширина 1875 мм, высота 1615 мм, а размер колесной базы достигает 2720 мм. В целом это отличные параметры для такого электромобиля, если еще учитывать, что спереди подвеска Макферсон, а сзади многорычажка. Кстати, стоить он будет от 19 до 23 тысяч долларов в зависимости от комплектации, что вполне ожидаемо. Единственный вопрос, что предложат в максимальной комплектации. Учитывая, что это Китай, то ожидать можно что угодно, от 5G связи до встроенного повара, который во время езды еще и рамен вам приготовит. Как вам новинка?
Стали бы вы ее приобретать и почему? Пишите в комментариях, и мы обязательно их прочитаем. А на этом наш обзор заканчивается, и мы приглашаем китайцев обратно в салон и отправляемся на поиски новой модели для предоставления вам. Ставьте палец вверх, звоните в китайский колокольчик и подписывайтесь на наш канал. До завтра!